Акции время от времени продаются по глупым ценам. Для понимания этого не требуется высокий уровень IQ. Но для этого необходим темперамент, который готов действовать на самом деле. Как, наверное, всем известно, господин Уоррен Баффет, 93-летний оракул из Амахи, является главным исполнительным директором Berkshire Hathaway, одной из крупнейших компаний в мире. И причина, по которой большинство людей знают его имя, заключается в том, что он лучший инвестор в мире. Каждый год он публикует письмо своим акционерам, в котором подробно описывает доходы акций Berkshire Hathaway с момента, когда он взял в руки управление в 1965 году. И вот что интересно, с тех пор до сегодняшнего дня он в среднем зарабатывал 21% в год, в то время как S&P 500 или рынок в среднем составлял только 10,5%. Общий доход Berkshire за это время составил 3,6 миллиона процентов против 30 тысяч процентов S&P 500. Итак, в этом видео мы выделим немного времени, чтобы послушать советы самого Уоррена Баффета, которые специально применимы к инвестиционной ситуации, с которой мы можем столкнуться в 2024 году. Итак, что же это за ситуация? Экономика США показала устойчивость в 2023 году. Тем не менее, четверть бизнес-экономистов по-прежнему считают, что рецессия вполне возможна. Как пишет MarketWatch, около 24% респондентов опроса Национальной ассоциации бизнес-экономистов предсказывают, что в 2024 году в США произойдет спад, а 2% предполагают, что рецессия уже началась. Конечно, экономисты сейчас в целом более оптимистичны, чем год назад. Опрос показал, что 58% ожидали рецессии во время опроса в феврале в 2023 году. Начнем с первого загадочного вопроса. Что мы делаем как рациональные долгосрочные инвесторы, когда фондовый рынок достаточно стабильно идет вниз? Давайте поговорим немного о том, что рынок опустился почти на 800 пунктов сегодня утром. Это беспокоит вас? Нет, на самом деле, это хорошо для нас. Я имею в виду, мы являемся чистыми покупателями акций со временем, как и покупатели продуктов. Я ожидаю покупать продукты всю свою жизнь, и я надеюсь, что цена продуктов упадет завтра. Когда акции падают, мы их будем покупать. И кто бы не предпочел купить их по более низкой цене, а не по более высокой. Люди в этом отношении действительно странные, потому что большинство ваших слушателей являются накопителями, что означает, что они являются покупателями, и им следует хотеть, чтобы фондовый рынок опускался. Они должны хотеть покупать по более низкой цене, и у них есть это чувство, что они чувствуют себя лучше, когда цены на акции растут. Рациональное мышление Баффета действительно проявляется в этом отрезке. Если вы долгосрочный инвестор, стремящийся накапливать богатство, и вам больше 55 лет, вам на самом деле лучше, чтобы фондовый рынок опускался. И причина в том, что вы все еще должны быть чистым покупателем акций. Если вам 70 или 80, то безусловно вы хотите, чтобы фондовый рынок оставался очень высоким. Потому что, скорее всего, вы находитесь в периоде жизни, когда вы являетесь чистым продавцом акций. Мне нравится, что Баффет касается факта, что реакция большинства людей на падение рынка действительно эмоциональна. Люди чувствуют себя лучше, покупая акции, когда рынок растет. Но на самом деле вам следует чувствовать себя лучше в такие времена, когда фондовый рынок находится в низкой точке. Это возвращает нас к очень известной цитате об инвестировании, которая гласит, что фондовый рынок – это единственное место, где люди выбегают из магазина во время распродажи. Подумайте об этом, когда наступает Черная пятница, мы всегда что-то покупаем, но почему мы испытываем страх, когда Черная пятница приходит на фондовый рынок? Для долгосрочных инвесторов на самом деле нам следует радоваться, когда Черная пятница наступает на фондовом рынке. Послушайте эти два отрезка. Некоторым людям следует вообще не обращать внимания на цены, потому что они просто слишком расстраиваются из-за колебаний цен. Если вы собираетесь делать глупости из-за того, что акция падает, вам вообще Какие не следует глупости? платить Продавать акции. акции? Да, когда цена их падает. Я имею в виду, если вы купили свой дом за 20 тысяч долларов, и на следующий день кто-то говорит, что заплатит вам 15, вы не продаете его, потому что курс составляет 15. Но некоторые люди фактически не эмоционально или психологически готовы владеть акциями. Но я думаю, что большинство из них были бы таковы, если бы получили образование в том, что вы действительно покупаете. Если вы беспокоитесь о коррекциях, вы не должны владеть акциями. Я имею в виду цель купить то, что вам нравится, по цене, которая вам нравится, и затем держать его 20 лет. И вам не следует смотреть на это каждый день. Если бы вы купили ферму или апартаменты, вы бы не получили котировку на них на каждый день, или на неделю, или на месяц. Поэтому это ужасная ошибка думать об акциях как о чем-то, что всплывает и погружается. В заключение, владейте великими компаниями и помните, что коррекция рынка – это нормальная часть инвестирования. И они на самом деле должны делать вас счастливыми, а не испуганными. Это инвестирование во время медвежьего рынка. Но что насчет всей этой инфляции, которую мы видим?
Цены на материалы в настоящее время растут, и делая все дороже как для нас, потребителей, так и для бизнеса. Так что нам нужно учитывать в период, когда цены на все товары растут? Кинс сказал много лет назад, что это невидимый налог, который понимает только один человек из миллиона. Лучшее инвестирование против инфляции – это улучшить вашу собственную заработную плату. Я думаю, что лучшее пассивное инвестирование – это хороший бизнес. Если у вас есть интерес в хорошем бизнесе, то вы очень вероятно сохраните покупательную способность, несмотря на то, что происходит с валютой. Но интересно, что в Соединенных Штатах доллар с момента моего рождения упал на 94% до 6 центов. Но даже в период инфляции все может сложиться довольно хорошо. Если бы кто-то сказал мне, когда я родился, что доллар упадет до 6 центов, я мог бы сказать: давайте вернемся. Я не заинтересован в том, чтобы появиться в таком мире, но, собственно, все прошло довольно успешно. Так что жалоб у меня нет. Этот совет действительно интересен. Есть несколько концепций, которые нужно разобрать. Во-первых, лучшее, что вы можете сделать в период высокой инфляции, это фактически улучшить вашу заработную плату. Сделать себя более ценным для вашего работодателя или потенциальных будущих работодателей, чтобы ваш доход мог расти вместе с инфляцией, которую вы ощутите. Но помимо этого, Баффет говорит, что лучшая пассивная стратегия, которую вы можете реализовать для нейтрализации инфляции, это найти действительно высокооплачиваемый бизнес и оставаться в нем инвестированным. И Баффет подробно описал, что он имел в виду этим в своем письме акционерам в 1981 году, где он сказал, что лучшие компании для борьбы с инфляцией в первую очередь имеют возможность легко повышать цены, даже когда спрос на продукцию низкий и производственные мощности используются не полностью без страха потери рыночной доли или объема продукции. И во-вторых, он сказал, что им нужно иметь возможность принимать крупные приросты объема бизнеса в долларах, часто вызванные инфляцией, а не реальным ростом, с минимальными дополнительными капиталовложениями. Чтобы объяснить второй момент, Баффет просто говорит, что компании будут лучше справляться в период инфляции, если они масштабируемы. То есть они могут адаптироваться к гораздо большему объему бизнеса в долларах без необходимости вкладывать много денег в компанию для увеличения мощности. Подумайте, например, о социальной сети. По сравнению с автомобильной компанией, по Фейсбуку практически ничего не стоит, чтобы показать вам 3 рекламы вместо 2. Но для Форда или Теслы увеличить свою продукцию на 50% потребует больших капиталовложений и потребует много времени для расширения. Первый момент Баффета, который действительно критичен, когда речь идет об инвестировании в период инфляции, это то, что компания должна иметь возможность повышать цены без потери рыночной доли или объема продукции, что просто означает, что у компании есть конкурентное преимущество, которое дает ценообразующую силу. Когда вы заходите в аптеку, 7-Eleven или что-то в этом роде и говорите: я бы хотел Сникерс, и владелец говорит: о, у меня есть что-то более дешевое, чем Сникерс, на 10 центов дешевле. Вы скажете: дайте мне Сникерс. И если он вам не даст Сникерс, вы перейдете через дорогу и купите именно Сникерс. Вероятно, проще разработать новый автомобиль, чем конкурировать со Сникерсом, но некоторые продукты имеют потрясающие модели в них. Наверное, такие продукты, как клей Elmer's или WD-40. Люди, у которых есть iPhone, хотят продолжать пользоваться продуктом, который у них есть. Они хотят новую версию, это проще для них. Существует много различных способов, которыми компании могут сформировать конкурентные преимущества. И если это дает им возможность диктовать цены, то это лучшие ставки на победу в период инфляции, так как инфляция повышает их издержки и снижает их прибыль. И они просто могут повысить цены на свои конечные продукты, и это может защитить их от падения продаж. Фактически, в прошлом году Coca-Cola повысила свои цены, и их продажи на самом деле выросли. Так что вот как справляться с аспектом инфляции и инвестирования в 2024 году. Баффет объясняет, как инвестировать в условиях роста процентных ставок. Что же можно сделать, когда процентные ставки продолжают расти? Процентные ставки, по сути, играют роль, подобную гравитации для материи. Если бы я мог уменьшить гравитацию, это дало бы мне возможность участвовать в Олимпийских играх в Токио, прыгая. Таким образом, процентные ставки, как гравитация, оказывают влияние на рынок акций. Когда процентные ставки очень низкие, это делает деньги дешевыми и легкодоступными, как для потребителей, так и для бизнеса. Это означает больше расходов, больше прибыли и больше роста. И вот что мы видели в основном в течение последних 10 лет. Но с другой стороны, мы начинаем видеть рост процентных ставок. Это, конечно, делает заимствование денег более дорогим, а бизнесу становится сложнее выплачивать долги.
а у потребителей обычно меньше средств на расходы. Это тяжелая среда для бизнеса, чтобы функционировать и процветать. И это часто отражается в их финансовых результатах, которые затем влияют на цены их акций. Когда ставки растут, много денег перетекает из рискованного рынка акций обратно в безопасность казначейских векселей. Именно отход от рынка акций крупным игрокам заставляет цены акций падать. Баффет говорил именно об этой идее. В 1982 или 1983 году, когда правительственные облигации достигли 15%, компания, которая зарабатывала 15% на собственном капитале, тогда была не более чем по стоимости книги, потому что вы могли бы купить 30-летний стрип облигаций и гарантировать себе 15% в год. Но компания, которая зарабатывала 12%, когда государственная облигация давала 3%, была настоящим бизнесом. И вот почему они получают очень высокие цены. Поэтому, если бизнес приносит вам 10% дохода годовых, это довольно хорошо. Но чем ближе приближается безрисковая ставка к 10%, тем больше профессиональных денег будет продавать бизнес. И просто покупать государственные облигации, что приводит к падению цен акций бизнеса. Итак, что мы можем извлечь из всего этого? Снова то, что нам нужно сосредоточиться на производительности выбранных бизнесов и оставаться нацеленными на долгосрочную перспективу. Потому что история говорит нам, что акции в целом являются более выгодным местом, чем облигации на протяжении очень долгого времени. Это просто реальность. Но на короткие периоды времени иногда они таковыми не являются. Поэтому мы, как инвесторы на рынке акций, должны оставаться нацеленными на долгосрочную перспективу, чтобы использовать депрессивные цены на акции высококачественных бизнесов как возможности для долгосрочного дохода. Поэтому давайте просто играть в долгую игру и покупать отличные бизнесы по отличным ценам, когда процентные ставки очень высоки. Вот как мы справляемся с высокой процентной ставкой. И в целом, ребята, это мудрость Уоррена Баффета по решению 3 больших проблем инвестирования, с которыми мы можем столкнуться в 2024 году. Итак, в этом видео мы обсудили несколько советов Уоррена Баффета о том, как нужно инвестировать в кризисные ситуации на фондовом рынке. Поэтому, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это очень важно для нашего канала, и спасибо, что посмотрели это видео до конца. Пока-пока.